Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня продолжение урока по декору елочных игрушек. В своих уроках я стараюсь все подробно показывать, рассказывать, чтобы у вас не возникало никаких вопросов. Но все же, если они возникают, пишите в комментариях, я всегда рада ответить и помочь. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить самое интересное. А сейчас приступим. Сегодня продолжение урока по декору сердечек. В прошлом видео я показала, как сделать лепнину и как придать форму именно под заготовку. Как покрасить, и сегодня сделаем полный декор. И начну я с перышек. Для начала я беру перышки и просто вот так их складываю. Я прикидываю примерно, сколько мне понадобится. И потом такой же размер возьму второй цвет. Вот, и еще одну. Вот, ну, примерно вот так. Вот таким образом. И такого же цвета возьму потемнее. Можно делать одним цветом. Можно добавить две одинаковые полоски или подлиннее. Это уже кому как хочется и что у вас есть в наличии. И теперь мне надо собрать вот эту гармошку. Я беру, складываю и чуть-чуть клея. И делаю это под углом. Вот таким образом. Чуть-чуть сюда клея, чуть-чуть сюда. И даю закрепиться. Теперь следующее. Вот видите, у меня таким под уголком, чтобы они не просто ровно лежали, а образовывали такую красивую арку. И также поступаю со вторым перышком. Теперь я немного подрежу вот эту высоту. И, конечно же, обработаю огнем. Теперь я склеиваю все вместе. Наношу клей и подклеиваю вот таким образом. И даю закрепиться. И вот этот пучок я буду приклеивать на макушку. Конечно же, не забываем украсить макушку. Я чуть не забыла. Я себя приклеила перья, мне бы потом было сложнее все это декорировать. И я буду декорировать маленькими стразами. У меня это 16 номер. И укладываю вот так вот. Подобрала по цвету. И продолжаю работу. И вот теперь уже можно подклеивать перышки. Я наношу достаточно много клея, как вот на верхушку, так и вот на само сердечко. И приклеиваю, и придавливаю пальчиком, чтобы у меня все приклеилось. Сильно-сильно. И даю закрепиться. При этом следим за тем, чтобы перья не лежали вот так горизонтально, а стояли вот так вверх. Вот за этим надо уследить, иначе у вас получится не совсем красиво. Я у некоторых вижу бантики, когда приклеивают, они не стоят, а, можно сказать, лежат. Это неправильно. И теперь, когда я приклею лепнину, посмотрите, как все вплотную у меня тут все приклеится. И для того, чтобы приклеить лепнину, можно использовать любой универсальный клей. Это или уху, или кристалл. Знаю, что многие клеят на горячий клей, но я не люблю на горячий клей клеить, так как лепнина холодная. Приклеиваем на заготовку холодная. Он в процессе, если кто-то мешкает, там чуть-чуть теряет время, все это остывает и это просто отвалится. Поэтому лучше прибегнуть к универсальному клею.
прежде чем нанести клей, примеряем. Вот мы примерили, смотрим, где у нас вплотную все касается. Вот сюда на верхушку мы клей не наносим, только на нижнюю часть. И не наносим также клей вот на эти вот боковинки, так как может испачкать нам ткань. И вот будем это учитывать. Я возьму клей Момент и наношу его вот. Я наношу клей и не сразу приклеиваю, как бы даю немножко клею загустеть. Так, и мне как-то задали вопрос, что значит клей должен загустеть. Вот он должен, вот видите, вот он покрылся такой маленькой пленочкой. Тогда я беру еще клей чуть-чуть. И в самые такие места, где вплотную все подходит, я еще немного клея нанесу. И также сразу его не приклеиваю. Если вы нанесете клей и сразу приклеите, он может у вас выйти за пределы лепнины и испачкать ткань, будет у вас все видно. Поэтому вот я второй раз нанесла, у меня тут уже появилась пленочка, поэтому сейчас буду приклеивать. И теперь просто беру, мы уже примеряли с вами много раз, и прикладываю. Не прижимаю. Так, смотрю, все ли у меня ровно. Так как у нас есть немножко зазор, мы на края не наносили, здесь можно все подвинуть туда-сюда. Вот я когда подвинула уже, смотрю, что мне все подходит. Я беру салфетку, не руками, а салфетку, и прижимаю. Лепнине я даю закрепиться, и тем временем подклею, украшу кисточку. Я лишнее от пакетика отрезаю, беру, у меня эта цепочка, и буду подклеивать. Здесь у меня 3 ряда цепочки. Я прямо беру и на кисточку наношу сразу вот так вот, почти на всю кисточку клей. И начинаю подклеивать, декорировать кисточку. Если у вас есть несколько цепочек, можно их сразу все подклеить. Вот я прямо беру 3 края цепочки и сразу их совмещаю. И вот так подклеиваю по всей кисточке. И, конечно же, не забываем, так, сейчас кисточку почистила, подклеить все края между собой. Все совмещаем и подклеиваем. И прежде чем продолжить последующий декор, приклеивание страз, у нас должна лепнина хорошо подсохнуть и приклеиться. И сейчас я буду декорировать стразами. И вы часто задаете мне вопрос насчет размеров. Вы знаете, девочки, честно сказать, я даже размеры иногда и не знаю. Я беру у Виктории в одном размере разные стразы и потом их комбинирую. И вот вы видите, я вот так точечно наношу клей и также сразу не приклеиваю. Даю клею немного загустеть, чтобы страз у меня хорошо схватился. Вот наношу клей именно на крайние вот эти места, везде вот так, чтобы у меня сразу прикрепились все стразы. И теперь аккуратненько все подклеиваю. Спрашивайте у Виктории, она все свои размеры знает. Вот клей уже немного подтянулся, и сейчас я начинаю все подклеивать, и все идеально будет держаться. Так, не туда приклеила, сори. Вот сюда. Перепутала размер. Вот сюда поменьше. Вот сюда. Так, немножечко клея еще сюда, раз я его сняла предыдущим стразом. И вот так все аккуратненько, все идеально подходит. Это филигрань, извините, лепнина из пластика. Шикарно смотрится. И посмотрите, что у нас получилось.
И вот такая красота у меня получилась, и мне очень нравится полученный результат. Вы, наверное, заметили, что сейчас мои видео стали более подробными. Да, конечно, это занимает больше времени по продолжительности, как работы мне, так и самой видео. Но я стараюсь, чтобы возникало как можно меньше вопросов. Но если они же все-таки есть, пишите в комментариях, я всегда рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и, конечно, до скорой встречи. И совсем скоро покажу вам готовый комплект. Пока-пока.